Добрый день. С вами канал «Геоэнергетика и инфо» и я, Борис Марцинкевич. Сегодня мы еще раз попытаемся предложить вашему вниманию наш новый формат, не традиционные аналитические передачи, а небольшая сводка информационных новостей, которые поступают со стороны самых разных информационных агентств нашей планеты. Дело в том, что в одном месте прочитать обо всем, что происходит в энергетическом секторе, достаточно сложно, изменений много, они проистекают достаточно динамично, а мы постарались собрать для вашего внимания то, что вы вряд ли увидите в каких бы то ни было других русскоязычных СМИ. Мы не беремся за крупные средства массовой информации, у нас нет Financial Times, у нас нет Washington Post, у нас более или менее специализированные информационные агентства, которые сосредотачивают новости из энергетической отрасли. Пекин, 31 января 2021 года, информационная лента Global Times. За период минувшего года Китай поддерживал производство энергии на стабильном и высоком уровне, обеспечивая более чем достаточные объемы добычи и поставок на рынок угля, заявили в руководстве энергетического комплекса страны. По результатам 2020 года объемы угля, добытые крупными угольными предприятиями страны, составили 3,84 миллиарда тонн, что на 0,9% превышает аналогичный показатель за 2019 год. В декабре минувшего года китайские шахтеры выдали на гора 350 миллионов тонн угля, что превысило на 3,2 показателя угледобычи в декабре 2019 года. По данным, опубликованным недавно Национальной энергетической администрацией КНР, ежесуточные объемы добычи угля находятся на относительно высоком уровне. В стране добывается примерно 11 миллионов тонн угля в день. Что касается запасов энергетического угля в Поднебесной, то по состоянию на 25 января национальные энергопроизводящие предприятия страны обеспечены запасами угля на срок работы до 15 суток, и объемы этих запасов находятся на приемлемом уровне. Что касается стоимости угля, то она демонстрирует стабильность по среднесрочным и долгосрочным контрактам на угольные поставки. По результатам минувшего года доля выполняемости таких контрактов оказалась высокой, превысив 90%. Такие среднесрочные и долгосрочные контракты сыграли важную роль в стабилизации рынка. Спотовые расценки на угольную продукцию продолжали расти с начала ноября минувшего года, однако в последние дни они проявляют признаки спада. Что мы видим? Информационное агентство Global Times – это китайский таблоид под эгидой газеты People's Daily, англоязычная версия которого фокусируется на международных и внутренних аспектах жизни Китая с точки зрения его правительства. Именно этим объясняется успокаивающий тон данного сообщения, хотя реальная обстановка с поставками электроэнергии в декабре 2020 и январе 2021 года в Китае была далеко не идеальной. В декабре 2020 года во многих провинциях страны установилась холодная погода, в связи с чем импорт угля по сравнению с ноябрем того же года вырос более чем в 3 раза, с 11,76 миллиона тонн до 39 миллионов тонн. Одновременно поднялись и цены с 586 юаней за тонну энергетического угля до 642 юаней, то есть почти на 10%. При этом основной вклад в динамику потребления электрической энергии внес спрос со стороны сектора услуг и населения. В декабре он был выше на 18% по сравнению с декабрем. А для того, чтобы удовлетворить этот спрос, правительство Китая вынуждено было ограничить потребление электроэнергии промышленным сектором. Здесь рост потребления был только 6,5%. Точные данные за январь 2021 года пока не опубликованы, но есть все основания полагать, что стабилизация рынка была достигнута не только за счет собственной добычи, но и за счет дополнительных объемов импорта. Напомним, что в 2020 году Китай обновил исторические рекорды по объемам ввода в эксплуатацию ветряных и солнечных электростанций. При этом есть достаточно свежая новость. 5 февраля 2021 года в уезде Циньань, относящемся к городскому округу Суйхуа провинции Хэйлунцзян, это северо-восток страны, часть бывшего исторического региона Маньчжурия, произошли массовые волнения по причине недостаточного отопления. В квартирах горожан за счет центрального отопления температура не поднимается выше плюс 14 градусов. Выводы о том, достаточно ли сбалансированные инвестиции Китая в различные сектора энергетики, предлагаю делать самостоятельно. Еще одна страна, которая выяснила, что солнечные и ветряные
Электростанции при отрицательных температурах на улице греют так себе. Остин, 1 февраля 2021 года, информационная лента Offshore Energy. Количество морских буровых платформ в США остается неизменным вторую неделю подряд. Однако по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем оно сократилось на 5 единиц, заявили в американской сервисной компании Baker Hughes. По результатам прошедшей недели количество сухопутных буровых установок в стране выросло на 6 единиц и составило 384 единицы. Увеличение на 6 единиц пришлось на нефтяные буровые установки. Количество буровых установок на природный газ осталось неизменным – 88 единиц. По сравнению с прошлым годом 790 буровых установок в США сегодня насчитывается на 406 установок меньше. Из них буровые установки на нефть сократились на 380 единиц, на газ на 24 единицы, различного назначения на 2 единицы. В Канаде за минувшую неделю количество сухопутных буровых установок подросло на 2 единицы и составило 174 установки. Рост пришелся на нефтяные установки, их количество увеличилось на 2 единицы. Количество буровых установок на природный газ осталось неизменным – 76 единиц. По сравнению с прошлым годом в Канаде сегодня насчитывается на 73 буровых установки меньше. Из них нефтяники сократили 59 установок, газовики – 14. О чем, собственно говоря, вот эта новость? Достаточно хорошо известно, что с начала 2021 года цены фьючерсов на нефть, бенчмарк и Brent и ВТИ на сырьевых биржах выросли более чем на 10%. Однако, как мы видим, количество буровых установок в США и в Канаде значительной динамики роста не продемонстрировало. Голландское информационное агентство Offshore Energy Today в данном сообщении наглядно показывает, как отразилась ситуация на мировом рынке нефти, сложившаяся в 2020 году, какой результат показала нефтедобывающая отрасль Штатов. Количество действующих буровых установок сократилось почти вдвое. По предварительным данным, добыча нефти в США по итогам 2020 года по сравнению с 2019 сократилась на 9,8%. То есть добыча падает не так значительно, как количество буровых установок. А это говорит о том, что сокращение добычи шло в сланцевом секторе. Технология добычи методом гидроразрыва пласта требует постоянного ввода в эксплуатацию новых скважин. Если новые скважины не вводятся, а объемы добычи снижаются не очень значительно, это значит, что традиционные нефтяные скважины работают практически в обычном режиме, а все снижение достигается именно за счет того, что более дорогая технология добычи сланцевыми методами оказалась в 2020 году нерентабельной. Нам остается дождаться официальной статистики Министерства энергетики США. Обычно она публикуется в конце февраля, начале марта каждого года. Теперь новость совсем другой стороны планеты. Душанбе, 3 февраля 2021 года. Информационная лента Аки-Пресс. В текущем году Таджикистан планирует закупить 250 миллионов кубометров природного газа в Узбекистане, заявила замглавы компании «Таджик-Трансгаз» Шавкат Шаимов. По его словам, договор о поставках 250 миллионов кубометров голубого топлива таджикская страна подписала с узбекской энергетической компанией «Узтрансгаз». Законтрактованные объемы на 11% превышают аналогичный показатель за минувший год. В 2020 году Душанбе увеличила на 40% импортные объемы узбекского природного газа, закупив 225 миллионов кубометров. Многие предприятия на севере Таджикистана впервые получили природный газ после десятилетнего перерыва. Сегодня поставки узбекского газа получают примерно 20 предприятий в Таджикистане. Среди них таджикская алюминиевая компания и столичная тепловая электростанция. В 2012 году Узбекистан приостановил поставки природного газа в Таджикистан, возобновив их лишь в сентябре 2018 года. Аки-Пресс – это первое независимое информационное агентство Киргизии, работающее с 2000 года. Очевидно, что их материалы достаточно известны в регионе Центральной Азии, о котором наши федеральные СМИ, к сожалению, пишут не так часто, как они того заслуживают. Поэтому напомним, что между Таджикистаном и Узбекистаном отношения были крайне напряженными с начала нулевых годов. С того момента, как в 2000 году Таджикистан объявил о намерении вернуться к строительству Рагунской ГЭС на реке Вахш, притоке Амударьи. Узбекистан резко возражал против этих планов, что вполне понятно, поскольку в Центральной Азии вопрос пользования основными водными ресурсами, основными водными артериями всегда был очень болезненным. В 2012 году Узбекистан действительно прекратил поставки природного газа в Таджикистан, мотивируя это тем, что он обязан выполнять контрактные обязательства перед Китаем и перед Россией.
Для Таджикистана, который именно из Узбекистана получал 95% необходимого ему газа, это решение обернулось сильным ударом по всей его экономике. Но ситуация стала меняться, начиная с 2016 года, когда новым президентом Узбекистана был избран Шавкат Мирзиёев, который на внешнеполитическом направлении считает укрепление взаимосвязи со всеми странами региона, основанных на доверии и добрососедстве, своей главной задачей. В начале марта 2018 года в рамках визита Мирзиёева в Душанбе было подписано 2 межправительственных договора, об одном из которых нам в этом сообщении напомнили, а про второй умолчали. Соглашение было о возобновлении поставок природного газа из Узбекистана в Таджикистан и о возобновлении поставок электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан. В ноябре 2018 года между странами было подписано соглашение о подключении Таджикистана к объединенной электроэнергетической системе Центральной Азии. Напомню, что эта объединенная энергосистема Центральной Азии была окончательно сформирована в 1990 году, но поработать ей практически не удалось. Закончился Советский Союз, который планировал, что Центральное диспетчерское управление будет находиться в Душанбе. Узбекистан – это единственная страна в регионе, которая граничит одновременно со всеми своими соседями – Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией и Киргизией. В 90-е годы, когда Россия практически ушла из этого региона, вместо взаимовыгодного сотрудничества стороны начали выяснять, кто из них самый главный, кто кого пытается обмануть, ничем хорошим это не закончилось. Тем не менее, с 2018 года восстанавливается энергетическое сообщение между всеми 5 странами. Все стороны, по крайней мере, то, что касается Узбекистана и Таджикистана, прилагают усилия не только для наращивания объемов поставок узбекского природного газа, но и для систематизации всех вопросов, касающихся совместного рационального использования водных ресурсов, а также взаимных поставок электроэнергии с учетом необходимости сезонного накопления воды в водохранилищах таджикских ГЭС в осенне-зимний период. Варшава, 3 февраля 2021 года, информационное агентство «Поланд-ТХ». Все трубные секции, необходимые для строительства морского участка Балтийского газопровода «Балтик Пайп», уже произведены, заявили в среду представители польской стороны проекта. Речь идет в общей сложности о 140 тысячах тонн труб диаметром 900 миллиметров. За строительство польского участка объединенного газопровода отвечает польская газотранспортная компания «Газсистем». Компания планирует весной текущего года приступить к строительству инфраструктуры на побережьях Польши и Дании, а затем начать непосредственно прокладывание газопровода. «Балтик Пайп» является стратегическим проектом, в рамках которого создается новый маршрут для поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши. Пропускная способность новой нитки позволяет ежегодно перекачивать в Польшу 10 миллиардов кубометров природного газа и 3 миллиарда кубометров из Польши в Данию. Газопровод будет работать в режиме интерконнектора, давая возможность прокачивать газ как в одну сторону, так и в другую. Пуск газопровода в эксплуатацию запланирован на 1 октября 2022 года. Новость польского информационного агентства об одном из самых громких польских проектов о прокладке «Балтик Пайп». В этом сообщении очень аккуратно обходит стороной несколько организационных вопросов. Не названа компания, выполнившая столь масштабный заказ на поставки трубной продукции. Нет ни одного байта информации о том, что в настоящее время сроки строительства наземной части Балтик Пайп, то есть от датского побережья Северного моря до датского побережья Балтийского моря, сдвинуты вправо, и пока точная дата окончания работ не называется. Кроме того, забыто, что единственным поставщиком природного газа по Балтик Пайпу в настоящее время планируется только польская государственная компания ПГНИГ, что противоречит условиям третьего энергопакета Евросоюза. Процедура Open Season для Baltic Pipe была проведена в 2019 году. По результатам аукциона ПГНИГ забронировала 85% транзитной мощности газовой магистрали сроком на 10 лет. Летом 2019 года арбитражная комиссия Всемирной торговой организации удовлетворила поданную в 2014 году жалобу российского концерна «Газпром» относительно происходящего с проектом «Балтик Пайп». В соответствии с решением ВТО, Евросоюз обязан устранить допущенные нарушения с тем, чтобы «Газпром» получил право выступать в качестве альтернативного поставщика. Нам остается наблюдать за дальнейшим развитием событий, связанных как с непосредственным ведением работ, так и с тем, как будут проходить бюрократические процедуры на уровне Еврокомиссии и Евросоюза. В том случае, если
вот эти новые проекты, предлагаемые Польшей европейскому газовому рынку, покажутся интересными, мы, конечно, расскажем об этом более подробно. По крайней мере, будет повод поднять настроение. Лондон. 1 февраля 2021 года. Информационная лента «Ривьера». Мощности по бункеровке СПГ в мире продолжают расширяться, соответствуя сильному росту количества новых судов с силовыми установками на сжиженном газе. В третьем квартале текущего года к международной флотилии присоединится самое крупное СПГ-наливное судно «Авенир Элегенс». Как заявили в компании «Авенир LNG», которая занимается разработкой малых СПГ-терминалов, новое судно было спущено на воду китайской судостроительной компанией «Цимс Соэ» со стапелей верфи Жоушан Чангхонг International Shipyard Co., что в местечке Жушань. Оборудованная танками объемом 20 тысяч кубометров, «Авенир Элегенс» станет крупнейшим в мире специализированным судном-бункеровщиком и первым из двух подобных наливных судов, построенных китайским судостроителем, специально для флотилии компании «Авенир LNG». Новый бункеровщик вместе с однотипным собратом отправится в плавание под флагом Каймановых островов. Общая длина нового судна составляет 160 метров, самая широкая часть 24 метра, осадка 8,2 метра, двигательная установка мощностью 7,2 мегаватта. На сегодняшний день флотилия «Авенир LNG» состоит из 4 СПГ-бункеровщиков, каждая оборудована танками объемом 7,5 тысяч кубометров. Одно из этих судов было спущено на воду 8 января текущего года. В данном случае СПГ-наливное судно нужно понимать как судно-бункеровщик СПГ, способное работать по технологии ship-to-ship, то есть осуществлять заправку судов, стоящих на рейде, без использования какого бы то ни было наземного оборудования. Спрос на суда такого типа растет в связи с решением Международной морской организации о введении нового норматива на содержание серы в выхлопных газах корабельных двигателей. Всем судовладельцам необходимо снизить этот показатель с 3,5% до 0,5%. Вариантов решения проблемы столь серьезного ужесточения требований не так мало. Можно, например, перейти на использование дизельного и мазутного топлива более высокого качества. Можно использовать новейшие фильтрационные системы, так называемые скрубберы. Но и тот, и другой вариант достаточно дорогостоящий. В связи с этим в мире растет количество заказов на морские суда, которые используют в качестве моторного топлива СПГ или метанол. В данном случае речь идет о новом рынке обслуживания судов, использующих в качестве топлива именно СПГ. СПГ используется потому, что содержание серы в нем заведомо вписывается в новые нормативы, предписанные Международной морской организацией. Отметим, что не остается в стране и России. 24 декабря 2020 года был спущен на воду первый российский СПГ-бункеровщик, названный Дмитрий Менделеев. Ходовые испытания намечены на весну 2021 года, сдача в эксплуатацию во второй половине текущего года. Параметры судна скромнее, чем у «Авенир Элегенс». Общий объем танков Менделеева составляет 5,8 тысяч кубометров. Но именно таким был заказ «Газпромнефти», который выполняется, к сожалению, не в России, а на сингапурской верфи «Кеппел». Будем надеяться, что по мере роста количества судов, использующих СПГ как моторное топливо, будет расти и количество бункеровщиков, ходящих под российским флагом, а не под флагами Каймановых островов. И не исключено, что импортозамещение дорастет до того, что мы будем читать новости о том, как подобного класса суда спускаются со цепелей Балтийского завода, Адмиралтейских верфей и других заводов, но никак не в Сингапуре и не в Китае. Пусан, 1 февраля 2021 года, инфолента ЭЛН. Портовые власти Южной Кореи обнародовали дизайн судна, который, как утверждается, станет в стране первым пассажирским паромом с нулевым содержанием вредных выбросов. Новый 40-метровый паром станет первым в Южной Корее судном в экологически чистой флотилии, создающейся по программе обновления флота. На судне разместятся 2 блока аккумуляторных батарей мощностью более 1 мегаватта киловатт-часов, которые более 1000 киловатт-часов, которые станут источником энергии для двигательной установки судна. Будущий паром, который приступит к перевозкам в 2022 году, сможет перевозить более 100 пассажиров и начнет курсировать между северным и южным портами приморского города Пусан, который является крупнейшим портом этой страны.
Разработка и строительство нового судна идут в фарватере решений южнокорейских властей, направленных на замену к 2030 году примерно 140 государственных пассажирских судов с дизельными установками на альтернативные экологически чистые морские транспортные средства. Двигательную энергетическую установку для нового парома разработает технологическая компания из Швеции АББ. Сообщение вполне характерное для раскрученного ныне тренда зеленой энергетики о всеобщем интересе к стоместному пассажирскому судну, аккумуляторные батареи как источник энергии, нулевое содержание вредных выбросов и прочие красоты. Напомним, что по состоянию на январь 2019 года баланс потребления первичных энергоносителей в Южной Корее выглядит следующим образом. Твердое топливо, считать как уголь разных марок, 28,2%. Жидкое топливо, считать как мазут и дизельное топливо для небольших электростанций, 38,5%. Газ, 18%. Каким образом электрическое судно в количестве 1 штука может существенно изменить количество выбросов углекислого газа и других вредных веществ, известно только инфоленте ЭЛН. Пекин, 30 января 2021 года, инфолента China.org. Китай обеспечит на внутреннем рынке надежные поставки угля, электроэнергии, нефти и газа на период приближающегося праздника весны, заявили в Национальной энергетической администрации КНР. Будут активизированы меры по усилению систем мониторинга и раннего оповещения, а также увеличено производство и поставки энергоносителей путем призывов к крупнейшим угледобывающим регионам и ключевым предприятиям страны полностью задействовать эффективный производственный потенциал, отметили в администрации. Это также потребует от соответствующих местных ведомств использовать все имеющиеся угольные резервы и регулируемые запасы с тем, чтобы стабилизировать поставки энергоносителей на внутренний рынок. В администрации будут своевременно отслеживать вопросы с обеспечением отопления и согласованно решать проблемы с обеспеченностью энергоресурсами. Как уточнили представители администрации, по ситуации на 25 января страна располагала достаточными запасами энергетического угля. Напомним, что китайский Новый год или праздник весны является важным событием для населения, когда у домашнего очага вместе вновь собираются все члены семьи. В текущем году начало праздника выпадает на 12 февраля. Вот вам и дата, когда начнется тот самый год быка, который мы с вами каким-то образом умудрялись встречать 1 января. Новость эта похожа на своеобразное продолжение сообщения от Global Times, которое можно еще разок перевести на русский язык. Правительство Китая учло все проблемы, возникшие в энергетической системе страны в декабре и в январе, изучило и проанализировало причины их вызвавшие и приложило максимум усилий для того, чтобы окончание отопительного сезона этого года прошло в штатном режиме. На ТЭЦ и на ТЭС доставлены дополнительные объемы угля, как собственного производства, так и дополнительно импортированного. Объем поставок природного газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в соответствии с контрактом увеличен до 28,1 миллиона кубометров в сутки. По контрактным обязательствам должен составлять 27,3. То есть на 2,5% поставки российского газа превышают контрактные обязательства на 2021 год. Данных по дополнительным объемам импорта СПГ пока нет, но можно с уверенностью предположить, что сделано и это, поскольку руководство Китая понимает, насколько значимы для населения страны предстоящие праздники. Мы надеемся, что эти новости станут на нашем канале еженедельными. Рассчитываем на ваш интерес. Не забывайте подписываться на канал Геоэнергетика Инфо. Всем спасибо за внимание.